Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, мы продолжаем проходить Horizon, и я переместился во времени назад на несколько часов, только из-за того, что я узнал, что оказывается, если убить Нила, то я не смогу получить одну из ачивок, и, в общем, там будет что-то наподобие миссии, как в Ведьмаке 3, где нужно собрать всех, и чтобы все выступили на твоей стороне. Вот, задают ачивку, но так как Нила я убил, оказалось, что я ее себе заруинил. Как заруинил бы, ну, типа, как бы 100% прохождение игры, где все союзники возможные пришли бы ко мне на помощь. В итоге, очень хорошо, что я, как оказалось, сделал сейф, и не так далеко. Во-первых, мне очень сильно повезло, что я последний лагерь разбойников оставил вообще на самый конец игры, да, ну, именно перед вот этой сюжетной миссией на башне. В итоге я загрузил этот сейф, здесь еще был 47 уровня, то есть котел у меня не зачищен. Также я вот только-только быстренько пробежал вот этот вот квест на башне, и нам сейчас нужно идти туда, куда мы в принципе и должны идти, в клад смерти. Я узнал, где там также будет часть топливного элемента находиться. Так вот, и Нил у меня здесь еще жив, мы сейчас с вами с ним поговорим, оставим его в живых, не захотим с ним биться, я надеюсь, он согласится на это. Вот, и, в общем-то, теперь он будет у меня живой. Так что немножечко перематывайте в своей голове все события, которые произошли. Я здесь еще даже не 50 уровень, 48, по-моему, только чуть-чуть. Вот, буквально где-то я, наверное, за час пробежал то, что мы с вами проходили часа 3,5. Вот, выполнил также дополнительный квест, где на меня напали, типа устроили засаду. В итоге я этих чуваков даже убивать не стал, я просто от них убежал. Вот, и потом поговорил с этим торговцем и, короче, ну, передал ему те же самые слова, которые были и у нас на сериях в квесте. Итак, все, Нил, давай с тобой поговорим. Я не буду с тобой драться. Ты нужен, оказывается, чтобы была ачивка. No, I did wonder on my way here. Well, if you were luring me into an ambush. Where's the fun in that? Some bandit sprawl would never have done for our arena. But this, much better. There's a sense of drama. So, what do you say? How about we try to kill each other? Отказаться от поединка. I'm flattered that you think of me this way, but I don't want to kill you. Don't be hasty. When it's life against death, hunter against hunter, I know it'll come to you. Is that really what you want, Nil? You know, I don't think you have a death wish. What you have might be worse, but I see there might be a need for you in this world. I don't understand. I won't fight you. That's my decision. You can respect it, or try to shoot me in the back as I go. Then it's over. Your last arrow is the cruelest. Вот, в итоге я, получается, его типа простил, да? It's true, I offered you the choice, but my heart is broken. Мне, кстати, интересно, как он вообще туда в итоге пойдет, потому что я буду всех созывать, ходить по народу или как. Ну, в общем, он жив теперь. Он жив, а мы с вами отправляемся дальше по основному квесту. Так. Вот сюда. Я еще там в прошлом своем сейве сбегал, мишени поразбивал. У меня было сбито 16 мишеней, оставалось найти только 7 штук. Я быстренько их нашел, разбил, тоже ачивку получил. Вот. Но, блин, на самом деле это немножко не очевидное решение. Типа, ты же даже не знаешь, что ты должен оставлять всех живых, а тут тебе дают выбор, типа, подраться с этим персонажем, который вроде как охотник, да? Ну, не вроде как, он охотник. И я что-то счел, что, ну, как бы, вот захотел он дуэль, давай подуэлимся, как бы я его убил, и все. Но если бы я это сделал, представьте, не знаю, часов, типа, 20 назад, вот сейчас у меня 50 часов наиграно в игре. Представляете, я сделал, если бы 20 часов назад у меня не было бы сейва. Потом надо было бы перепроходить всю игру, чтобы только один ачивмент получить, ну и чтобы, например, платину получить. Я, скорее всего, поленился, конечно. Хотя, может быть, где-нибудь через годик я бы и прошел всю игру. Вот, но все равно, как бы, это очень сильно руинит, мне кажется, людям экспириенс. Но те, кто по гайду, например, проходили, наверняка знали. Я вот не знал, узнал абсолютно случайно, когда искал броню. Точнее, открыл видео, где показывали, где собирать частички брони.
Shouldn't be anything you can't handle on your own. Carry on. И вот так уж оказалось, что я там увидел видео, On my own, all right. где было, конечно, предупреждение о том, что это важно, и все напарники должны жить ради там какой-то ачивки. Ну и вот в итоге Нила нельзя было убивать. Так они просто засадят себя жить. Так. Я, кстати, почему думал, что оно взорвется у него, или надо какой-то специальной стрелой, что ли? Так, ну вроде пока экшена нет. То есть он просто что-то ничего не понимает и хочет понять. Ты вышел, полный урон, полный. Еще я теперь буду аккуратненько лут собирать, потому что места у меня не так, чтобы много, вот эти всякие куски мяса и прочее я больше собирать не буду. То есть я уже привык, что я на треугольничек собираю абсолютно все, хотя первое время я именно по одному ресурсу собирал, но теперь снова буду собирать вот так, медленно. Просто потому что из-за этого мусора я не могу важные детали для крафта собирать. Так, ну вроде бы дальше все никого нет. The grave hoard. In the shadow of a metal devil. Great. Там опять что ли эта машина? Нет? Тут же эти были. Лебешки. Видимо, они их сбили. They're inside too. Да, сейчас снова будет драка. Давайте послушаем тут. Это аудиозапись такая? Да чтоб тебя, ну. Мы можем взорваться. Frozen in ice. Time. That does it. Неплохо. Ну вот Time to take a look around the room. Так, еще одна запись. Лейтенант. Миру. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the limbs, blast out the fountains. Another day in the life. Record time, really close. And MIB on point. Hoorah! Are you getting this, Silence? Silence? Что-то он молчит. Сержант Усиза. Я не знаю, но вот до этого в прошлой записи мужской голос очень был похож на голос соларианцев. Мне одному так показалось, или действительно так и было? Что странно немножко. Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? Operation Enduring Victory. If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Here it comes. Brace for contact! Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. Keep going and find something interesting. Ясно. Так, а я вообще не был уверен, что ты запрыгнул из воды. Не смог.
И вообще все поруинено. Ну, видимо, это был какой-то последний оплот обороны. Еще одна Must have аудиозапись. been when the soldiers slept. First battle of the Eastern The Legion Seaboard Mother's Wall. heart, I guess. Had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the East. For 3 weeks, we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. Тоже там ополченцы Minutemen, как Fallout. Log. Third battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. It bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. Жесть. The last time I was in California, I was 5, 6. The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Да прям представляю, рой машин просто бежит, на них реально там всякие здания роняют. Было прикольно, конечно, если бы это как-то визуализировали, а не Recalls, I've просто been словами instructed to remind сказали. you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. It was the metal Consider wall. yourself Guess they reminded were used to it. and enjoy your gaming. Так, мне кажется, мне не вниз, вперед. Хотя там вроде можно было спрыгнуть. Just one bed. Maybe their war chief's room. Давай узнаем. Капрал Сарай. Это, кстати, женщина. Все, тут маленький огонечек остался. Так, ну, видимо, все-таки не сюда. Going down fast. Как можно было перевести «я спускаюсь вниз очень быстро, как я лечу»? Ну правда, ну серьезно. Куда ты летишь, блин? Полетела. Red light. Guess that means no power. А может какой-нибудь пропуск нужен, нет? Так, вот в этой комнате где-то должны быть эти. Где-то должны быть доспехи. Вот эти вот огоньки я там видел. Их надо будет как-то Holographic interface. Must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Oh, that's informative. Вверх-вниз, влево-вправо. Вверх. Вот это должно быть. Вниз. Влево. Вправо. 3 power lines, 3 sources. That makes 1. Так, и тут еще наверх должен быть какой-то подъем. А, нет, или наоборот вниз. Так, и здесь как? Вверх-вверх, вниз-вниз.
That's two. One more. А, еще где-то есть. А, вон он. Ага, вижу. Тут, кстати, была лесенка, я просто так спрыгнул. Ну, ладно. Так, и здесь, видимо, наоборот пойдет все, да? Я вас понял. Ну-ка. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Северо-восток. А дальше что? Я что-то даже не это. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Так. Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and На south in восток winter. весной, так, на Didn't запад, expect to hear запад nature есть. poetry from the lips of Mike the Все GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Okay, that did it. Sounds like that did it. Я просто читал, короче, не про загадку в первый раз, а про то, что написано техника отдела, что-то сказал. Я такой, вот. Tools being used. Еще один такой. More clips. Must be another way. Прям как я люблю. It's them, all right. They're not looking for answers. Just weapons. Ну, в принципе, животные у них не суперсильные здесь. Мужику можно в спину взорвать. По-хорошему-то бы, конечно, в голову всех прям потихонечку высадить. С другой стороны, можно какую-нибудь бомбочку. Я думаю, лучше всего верхних убить сначала. Тут там вообще где-то закрыт. Wait, who went down? Ничего не видел. И тут открыт. Gotta be around here somewhere. Стены как фигня. Чё меня так сильно подрубило-то? Алло, алло. Что началось-то? Я хотел пушку взять, короче, убить эту машину. В итоге она меня чем-то ударила, и я этого сделать не смог. Хотя орудие вроде бы успел. Что вообще началось? Так, что отпусти. Ну, на самом деле фигня. Ну ладно. Если что, я смогу в любом случае все выполнить. То, что мне нужно. Так, коробка с комплектом. Ну, кстати, неплохо. Собирайте в детали, значит, там эти. Именно только ресурсы будут. Нет, там была вообще модификация. Такое. Хотя это тоже ресурс. Так, ну я хотя бы, ну, я сам простые банки трачу. С другой стороны, они не очень эффективны в плане изготовления, то есть я трачу больше, чем получаю в итоге. Вот, вот. Так, что нам сюда? Сюда не надо. Угу.
Как я раньше любил все эти игры с карабканием. Принц Перси очень много играл второго. Просто потому что можно было себе карабкаться, прыгать. Хотя, с другой стороны, в принципе, не самое, мне кажется, какое-то интересное занятие. Ну, что-то прыгаешь и прыгаешь, как бы, и чё. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put in the work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. Вот на самом деле, вот в этих записях есть небольшой минусик в том плане, что ну вот их здесь в комнате, да, сколько, получается, было 2, еще 2, ну 5 штук, да. То есть я, например, не уйду из этой комнаты, пока не послушаю их всех. Но вот что мне делать, пока их слушаю, вообще не очень понятно. То есть, вот я просто стою и все. То есть, ну, блин. Надо как-то что-то придумать, чтобы можно было что-то делать. Time goes fast in active duty. 4 months with the wreck and recalls. А послушайте, интересно. Fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. Ames, I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you, they say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth. What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. That's so sad. Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep my eye on Andres and Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever gonna be the same, but I believe in you. I believe in us. Так, ну вот мы и внутри, судя по всему, самое главное комната. Давайте посмотрим. Это аудиозапись или текст аудио? Нет, это текст. Блин, вот реально интересно все это почитать, представить, как вся эта война была, как люди были к этому не готовы, что все роботы вдруг бац стали атаковать их, уничтожать, просто все человечество вырождать. Сама по себе идея, это же реально очень-очень круто. И в итоге вот до чего дожили. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy.
It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. Думал, что она The глупая. Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? Это нам и нужно выяснить. Это не включить не так. Нам нужно питание. Или... Не, все работает. Вау. Я надеюсь, что эта штука выключена навсегда и вообще никогда не включится больше в жизни. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! Another Kobish. And this one can move. Жесть. Дайте угадаю, я должен его убить. Окей. Так как там у него написано, что у него огонь в этих. Блин, с другой стороны, пушка вот этими стрелами будет только отбиваться. Я мог сенсорный бомб, конечно, не могу кидать. Воу-воу-воу-воу-воу! Я не... Откуда я мог знать, что штука подо мной просто упадет? Ну до этого, правда, еще много урона получил, видимо, из-за этого умер. Из-за того, что с маленьким хп падал. Я что-то был уверен, что я там в безопасности, сижу себе наверху, пострелькиваю бомбочками. Так, ну и, во-первых, я еще и бомбочками-то нормально не попал, на самом деле. Так что такое себе. Нет. Ну, огонь-то, конечно, ему не нравится. Это все понятно, но лучше сенсорных бомб туда накидать заранее. Оп. О, здесь еще и сундучок был, я его пропустил первый раз. Кстати, я раньше думал, что во время катсцен игра подгружается. Но когда я быстренько пробегал прошлый квест с поднятием на башне, я скипал все катсцены, и игра сразу же, вот она здесь, все, то есть она вообще не грузится ни сколько времени катсцен. Я-то думал, они как-то используют, знаете. Опаньки, а там можно пролезть. Но нет, игра как бы мгновенно подгружается всегда. Так, теперь сбить пулемет. Все, сломался больше нет, уходим. Уходит. Все падает, падает, все, прыгай. Вот это круто. Ой, здрасте. Смог сделать шумную атаку. Ох ты, блин, что. А что ты мне? Нафига мне бомбочка? Я вот эту штуку хотел сбить. Смотрите, пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Чем больше ты будешь урона получать, тем лучше для меня. Ну нет, ну просто посмотрите, сколько он мне снес. Все, он в огне. Так.
кому, чувак, у тебя ракета. Эта пушка тупую я не сбил. Давай ты знаешь, что мы поиграем по-хорошему. Так, погоди, у него тут пушка лежит. Пушка упала. Но я не вижу слабых мест, куда стрелять-то можно. Но ничего, открыл. И все так же не стрелял. Огнемет! Ты серьезно, что ли? Ау, 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 жжется. Так. Там, видите, как бы отбивать-то нечего. Надо ждать, пока он вот эти штучки включит, потом как-то нас стрелять. А вот хитрожопый. Дальше ждет. У него наверняка сзади там что-то есть. Ну какой босс сильный, вот это топ. А, и закрыл сразу. Ну дай ты выстрелить хоть разочек. Did it. So the soldiers long ago, they had to fight hundreds of those all at once. Простите. Ну вы поняли. Ну типа серьезно, что это вообще такое было? Именно, не, как бы босс-то прям вообще кайфовый. То есть у него вот эти штучки вылезут, не вылезут. Пока как бы они не вылезают, надо реально бегать, прям ныкаться, короче, от него. А я почти весь урон в лицо поймал. Но это было клево. Это было клево. Немножко осколков. Там наверняка еще в сундуках всякие. А, я что-то сундуков-то всего 2 нашел. Я думал, будет больше, да. Взрывчатки я вообще не использовал, но эти сундуки все еще остались. Сразу 3 стрелы заготовил. Все, больше здесь затмений не будет. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got.
So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top secret super weapons program that will save us. So long as humanity holds off the Swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of Alpha and Beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Мне кажется, они какие-то ими устройства, наверное, создали, с помощью которых вырубили вообще всю электронику везде и всех роботов отключили тем самым. А сами сидели вот в этих. Dr. Sobek, as projected, the Wichita salient has collapsed. 5 Horus-class Titans have broken through. We predict contact in 34 hours. Everything is in position, General. It took a few shortcuts to pull everything together, but Zero Dawn is functionally complete. Good to go. That enduring victory served its purpose after all. Yes, if we'd had even one day less. I've sent you an encoded file, Doctor. Please do me the favor of archiving it. I'll see what I can do. What is it? A brief statement. An allocution of crimes, I guess you'd call it. To what are you admitting guilt? Over the past 16 months, Doctor, I have presided over the greatest wholesale slaughter of military personnel and civilians in the history of... history. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Add them all together. They don't even come close. You didn't do the killing, General. No, not directly. But I didn't wind up the highest-ranked military commander in the United States by resisting the automation of the armed forces. Even before the Swarm, Doctor, I was helping death along. So, instead of letting what I've done sink into the murk, forgotten, I sent a file with all the details. Let posterity judge my actions with clear vision. I'll do as you ask, General. But you should consider that were it not for your actions, our actions, there wouldn't be any posterity to judge us. Perhaps. Dr. Sobek. At ease, General. And goodbye. Hell of a thing. Ну хотя бы человек чести, типа, решил в итоге признаться. Мог бы все это скрыть, как тот придурок, который во главе фирмы был. Ладно, давайте на этом закончим. Продолжим путешествие по этому комплексу уже в следующей серии. Очень много нового мы узнаем. История реально очень прикольная. С вами был Джек. Спасибо большое за просмотр и счастливо. Не забывайте заходить в магазин gtoy.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.